Я взяла толстую проволоку, сделала на них петельки, и сейчас необходимо сделать определенную основу. В первую очередь это будет форма самого цветка. Во вторую мы сделаем утолщение, и на такой основе будет легче работать и нарезать чешуйки. В-третьих, создастся определенный рисунок, и вы не сможете прорезать так, чтобы глина полностью, эта чешуйка отвалилась. И самое главное, конечно, уйдет намного меньше глины. Итак, для основы понадобится фольга. Не принципиально, какой формы делать, они все разные. На основу накручиваем на петельку вот такую вот часть. Ее хорошенько сдавили. Другой можно сформировать шарик, допустим. И с помощью салфетки еще раз обтягиваем и создаем плавный переход от этой толщины на ствол и заодно саму толщину ствола. И обтягиваем тейп-лентой. Вот такие вот заготовки я уже сделала. Сделала их специально разного цвета. Белой тейп-лентой и зеленой. В дальнейшем покажу, в чем будет разница. В холодный фарфор я добавила ультрамарин. Получился такой небесно-голубой. Берем достаточно большие кусочки глины, расплющиваем и начинаем аккуратно обтягивать. Стараемся создавать одинаковую толщину всего слоя. Если сильнее придавить, будет видно зеленую тейп-ленту. Этого не нужно. Поэтому плавно растягиваем одинаковой толщины. Прокрутили. И оставляем чуть-чуть подсохнуть. Пока можно сделать второй. Плавно опускаем. Берем нашу основу, скругленные ножницы и начинаем нарезать до самого основания. Я делаю это крупно. Отступаем
и прорезаем. Вот для чего нужна была основа. То есть дальше нее вы не прорежете. И будут аккуратные чешуйки. И легче держать. Можно придавливать. Форма никуда не уедет. Что такое? Сейчас уже неудобно так, поэтому я переворачиваю ножницы и начинаю дальше нарезать уже макушку. И направление чешуек уже, видите, немного в другую сторону. За счет того, что у нас внизу зеленый цвет, посмотрите, какой интересный узор получается. К макушке они более мелкие. И сразу немножечко их собрали. Теперь начинаем также нарезать ствол. Небольшое расстояние отступили. И нарезаем. Конечно, можно более мелкие делать чешуйки. И немножечко их собрали поглаживающими такими движениями. Видите, как интересно. А теперь посмотрим, в чем разница между зеленой этой и белой. Но такие я тоже специально сделала, чтобы они были по тональности разные. То есть и светлые, и темные. Вот такие вот шарики. Делаем большое количество. Они бывают все разного цвета, но мне для композиции необходимо именно вот такие вот зелено-голубые, красные даже. Поэтому я буду использовать ультрамарин, травяная зеленая, и это у меня краплак темный. Заранее я развела краски разбавителем. Набираю на кисть. Кисточку широкую лучше брать. И снизу вверх по нашим чешуйкам голубым цветом я начинаю проходить мягкими движениями, окрашивая только самые кончики, зубчики. То есть вовнутрь я не прокрашиваю.
немного растушевала к самому краю. То есть вот эта вот макушка в основном всегда у них светлая. Затем травяной зеленый от самого низа. И немножечко на сам шарик. При необходимости можно добавить цвета. И проплак. Набрала небольшое количество. И здесь прям очень-очень мягким движением окрасить только самые краешки. Я практически всегда использую оптическое смешение краски. Это когда непосредственно на изделие смешивается с помощью глазика. Издалека смотришь один цвет, а вблизи можно рассмотреть, какие оттенки. И немного прохожу красным оттенком по самой светлой части. Вот такие вот. В дальнейшем их можно соединять на разном уровне. Можно более голубые делать или синие. И что такое? Разница в тейп-ленте зеленого или белого цвета немного заметна, но больше вот в этих вот частях видно, где белое, где зеленое. Таким способом я окрасила все заготовки, собрала по 3 для удобства и сделала длинные веточки, чтобы вытянуть букет.